Рынок крипты продолжает стоять на месте в ожидании хороших или плохих катализаторов для дальнейшего движения. И хочу вам сказать, что следующие 2 недели сентября станут самыми важными для криптовалюты, поскольку через 5 дней опубликуют один из главных экономических отчетов ИПЦ за август. А еще через неделю нас ожидает заседание ФРС и новая процентная ставка. Сейчас все движется к тому, что в сентябре Джером Пауэлл объявит о паузе и прекратит повышение ставок, что можно будет назвать победой над инфляцией. Но принять окончательное решение перед заседанием ФРС поможет именно ИПЦ 13 сентября. А какие на самом деле будут данные по инфляции и как это повлияет на биткоин, вы узнаете в этом видео. Приветствую вас, друзья, с вами Влад, и я рад вас видеть на канале Coin22. В сегодняшнем видео мы разберем прошлые экономические данные, посмотрим, какие прогнозы по ИПЦ дает Bank of America, проанализируем движение биткоина, чтобы понимать, стоит ли его покупать в сентябре, и дополнительно обсудим последние криптоновости. Так что обязательно смотрите видео до конца. А перед просмотром поставьте видео лайк, ведь чем больше лайков мы наберем под этим видео, тем быстрее мы выпустим ролик с прогнозом на криптовалюту перед заседанием ФРС 20 сентября. Тем, кто поставил лайк, огромное спасибо. Приятного вам просмотра. Мы начинаем. Что ж, друзья, главная цель сегодняшнего видео — это разобрать, какой будет ИПЦ за август, каким образом он повлияет на решение ФРС 20 сентября и как это отразится на стоимости биткоина. Поэтому давайте начнем с не менее важных экономических отчетов, которые опубликовали в конце августа и в начале сентября. Кстати, если вы до сих пор тратите лишнее время на поиск отчетов, свежих криптоновостей и актуальной информации, вам больше не придется это делать, если вы подпишетесь на наш телеграм-канал. Ведь в телеграм мы 24/7 на связи, и только наши подписчики первыми остаются в курсе всех событий. А если ты подпишешься по ссылке в описании прямо сейчас, то узнаешь, какую популярную монету рекомендует покупать фонд Fidelity, который управляет активами на сумму $4,5 триллионов. Так что обязательно подпишись. Касательно экономических данных, мы должны обратить особое внимание на безработицу и самый любимый отчет ФРС под названием ценовой индекс расходов. Если взять данные по безработице, которые опубликовали 1 сентября, то они показали хороший рост, ведь безработица была на 0,3% выше прогнозов и составила 3,8%. И как вы можете заметить, в последний раз такие цифры были в феврале 2022 года. На такие данные акции, конечно же, отреагировали ростом 1 сентября. Правда, реакция биткоина была совершенно нейтральной, поскольку 1 числа он консолидировался после 8% падения. Тем не менее, давайте не забывать, что рост безработицы очень важен для Джерома Пауэлла, который на каждой конференции говорит, что ФРС хочет видеть рост безработицы. А если взять ценовой индекс за июль, то он наоборот вырос до 3,3% в месячном и 0,2% в годовом исчислении. Но данные полностью соответствовали прогнозам, и главный экономист крупной американской инвестиционной фирмы Грегори Дака заявил: ежемесячный последовательный импульс около 0,2% – это именно то, что ищут политики ФРС, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. Учитывая рост безработицы и небольшой рост ценового индекса, который полностью соответствовал прогнозам, можно предположить, что ИПЦ 13 числа явно не сможет показать кардинальный рост, который полностью изменил бы все планы ФРС. Если мы возьмем прогнозы на ИПЦ, которые доступны на сегодняшний день, то картина следующая. Прогнозируется, что ИПЦ вырастет на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 0,2% в июле, и в то же время общий годовой уровень инфляции вырастет на 3,4% с годового уровня 3,2% в предыдущем месяце. А также не стоит забывать базовый ИПЦ, который показывает более четкий уровень инфляции. Как ожидается, он вырастет на 0,2%, что соответствует такому же увеличению в июле. И по оценкам в годовом исчислении базовый ИПЦ покажет рост на 4,5% по сравнению с июльским значением в 4,7%. И по мнению Bank of America, рост ИПЦ будет связан со скачком в энергетическом секторе. То есть, как вы понимаете, скорее всего, инфляция покажет небольшой рост. Но для нас главное не насколько она вырастет,
будет, а насколько она будет соответствовать прогнозам и какие конкретно секторы вырастут больше всего. В конце августа Пауэлл объяснил, что основными проблемами ФРС являются цены на услуги и рынок жилья. Он имел в виду, что если цены в этом секторе будут снижаться, то ФРС, возможно, не потребуется повышать ставки дальше. Так вот, если мы вернемся к безработице, то она напрямую влияет и на падение спроса на жилье, и на услуги. Поэтому, вероятнее всего, Пауэлла более чем устроят данные по инфляции на следующей неделе, которые заставят ФРС прекратить повышение ставок на заседании 20 сентября. Сейчас инвесторы дают 93% вероятности, что процентная ставка останется на старом уровне, и шансы все больше растут с каждым новым экономическим отчетом, который публиковали за последнее время. И в данной ситуации, если ИПЦ полностью будет соответствовать официальным прогнозам, которые опубликуют за пару дней до 13 числа, шансы на паузу вырастут до 100%, индекс доллара упадет, а крипта получит еще один положительный катализатор для роста. А учитывая, что объемы торгов и волатильность на рынке упали до минимальных уровней, любая хорошая новость очень сильно отразится на криптовалюте, благодаря чему можно будет хорошо заработать. Но если вы не знаете как, просто воспользуйтесь нашей подпиской Coin22 Pro. Подписка Pro — это лучший инструмент для всех, кто торгует криптой, поскольку она позволяет ежедневно получать уже готовую аналитику рынка и прибыльные торговые идеи. Например, даже на этой не особо активной неделе участники Pro получили лонг-сделку по эфиру с лучшей точкой входа и уровнем фиксации от 30% чистой прибыли. Для всех новичков и не только у нас есть пошаговое обучение полностью с нуля и поддержка 24/7. А поскольку следующая неделя будет очень волатильной на фоне данных по ИПЦ, это лучшее время для заработка на трейдинге. Так что не упускай свою потенциальную прибыль, а переходи по ссылке в описании и начни зарабатывать с подпиской Pro. Теперь, когда у нас есть предварительные прогнозы по самому важному экономическому отчету этого месяца, давайте перейдем непосредственно к биткоину, чтобы понимать, как эти данные на него повлияют. И таким образом мы сможем составить прогноз его цены на следующую неделю. Как мы видим, после вот этих скачков в конце августа, биткоин вошел в жесткую фазу консолидации и пытается сохранять свою поддержку выше 25,5 тысяч долларов. И вот эту нереально низкую волатильность можно объяснить тем, что объем спотовых торгов на централизованных биржах в августе упал на 7,7% до 475 миллиардов долларов, а объем деривативов упал более чем на 12%, что является вторым самым низким показателем с 2021 года. С негативной стороны я бы хотел вас предупредить, что увеличились переводы на биржи от китов и майнеров, ведь киты отправили на биржи 5983 биткоина на сумму 155 миллионов долларов, а майнеры отправили 578 биткоинов. И в целом общий приток на бирже составил 40 тысяч биткоинов, начиная с 1 сентября. В таком случае есть два сценария, по которым биткоин будет двигаться дальше. Если у биткоина будет замечена вторая попытка увеличения бычьего импульса, как это было в четверг, он может попробовать закрепиться выше 27 тысяч, чтобы после консолидации продолжить рост. И в этом ему может помочь данные по ИПЦ 13 сентября. Это очень оптимистичный сценарий, который будет возможен, если ИПЦ будет значительно ниже прогноза. А вот если биткоин в ближайшее время не вернется на уровень выше 26 тысяч, у него могут быть проблемы в виде снижения до 25 и потенциального тестирования уровня ниже этой важной поддержки. Лично я советовал бы принимать решение о покупке уже после данных по ИПЦ, ведь таким образом можно будет более подробно оценить обстановку на рынке, поскольку давайте не забывать, что впереди нас ожидает заседание ФРС, так что за свежими данными мы внимательно следим и делимся ими в нашем телеграм-канале, так что обязательно проверь, подписан ли ты на него или нет. Также еще хотел с вами разобрать новости этой недели. Их было немного, но я подготовил самые интересные. Во-первых, если в начале лета была активная гонка за спотовый биткоин ETF, то сейчас компании подают похожие заявки в SEC, только уже на спотовый ETF Ethereum. Да, первые, кто подал заявки именно на спотовый Ethereum ETF, были компании ARK Invest и 21 Shares. В своих заявках они просили SEC одобрить ETF на эфир, который будет торговаться на американской бирже, а хранителем эфира будет выступать Coinbase. А подали они эти заявки сразу после задержки решения от SEC по Bitcoin ETF. И после этого гонка за Ethereum ETF началась, потому что к ARK Invest и 21 Shares присоединилась компания OneEgg. Криптоаналитик от Bloomberg сообщил, что в скором времени заявок на Ethereum ETF
будет значительно больше. Ориентировочно первое решение по этим ETF мы получим примерно в середине октября, точно так же, как и решение по биткоин ETF. Так что октябрь будет сложным месяцем для SEC. Но, к сожалению, это не смогло запампить эфир, так как биткоин 15 июня. Но тем не менее, я напомню, что недавно суд США признал, что теперь эфириум квалифицируется как товар, и соответственно это решение суда может стать главным фактором для будущего принятия эфириум ETF. Также на этой неделе произошел один из крупнейших хакерских взломов популярного криптоказино Stake на $41 миллион, и хакерам удалось вывести миллионы в эфире, USDC, USDT и DAI через различные криптосети, и казалось бы, найти криптомошенников практически невозможно, но знаете, кто украл $40 миллионов у Stake? Севернокорейские хакеры Lazarus Group. Да, эту информацию предоставила ФБР США. Согласно заявлению ФБР 7 сентября, агентство провело расследование и пришло к выводу, что атака была сделана организацией Lazarus Group, которая базируется в Северной Корее. И также в ходе расследования стало известно, что севернокорейские хакеры украли $200 миллионов только за 2023 год. Вообще, хакеры Северной Кореи – это давняя проблема, ведь все украденные деньги идут на финансирование строительства ядерных ракет, что позволяет Северной Корее входить в топ-10 ядерных держав. Поэтому, чтобы избежать хакерских атак, нужно пользоваться только проверенными и очень надежными криптосервисами, такими как, например, Binance. Ведь на днях Binance предоставила 10-й отчет о своих резервах, и по данным биржи, на ее балансе хранится 618 126 биткоинов для обеспечения клиентских депозитов на сумму 588 171 биткоин, то есть резервы превышают количество клиентских денег, что и должно быть у каждой прозрачной платформы. Также Binance имеет 5% избыточных резервов в эфире и больше 100% в BNB, Matic и USDT, поэтому если вы клиент Binance или планируете им стать, за свои деньги можно не беспокоиться. Хотя каждый подбирает биржу по своему желанию, поэтому напишите в комментариях, какая биржа по вашему мнению самая удобная для использования. А на сегодня это были все важные новости из мира крипты. Мы с вами составили прогноз на ближайший ИПЦ и цену биткоина, поэтому с нетерпением будем ждать 13 числа. Напомню, что все отчеты и свежие новости есть в нашем Telegram, так что не забывайте подписываться. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся очень скоро. Всем удачи, до скорых встреч!